Всем привет, с вами Легендас, и сегодня мы поговорим о классическом рептилии. Данный персонаж имеет бриллиантовый ранг и принадлежит к классу внешний мир. Характеристики персонажа имеют высокий показатель атаки, высокий показатель здоровья, средний показатель стойкости, высокий показатель набора энергии в 130%. Спецприем 1 наносит урон и накладывает яд на противника. Спецприем номер 2 наносит неблокируемый урон и также наносит яд на противника. Спецприем номер 3 накладывает эффект исцеления на всю команду союзника. Огромный потенциал рептилии в его уникальной пассивной способности. Каждый раз, когда противник меняется, с 80% вероятностью будет отравлен и на него будет наложен эффект яда, даже если классический рептилия находится вне боя или побежден. Для всех представителей внешнего мира шанс нанесения критического удара по отравленным противникам увеличивается на 80%. Все представители внешнего мира в команде с классическим рептилией получают иммунитет к яду. В отличие от других персонажей, которые накладывают эффекты яда, классический рептилия может накладывать эффект яда до 4 раз на одну цель. Также он очень эффективен в боях, где можно накладывать яд на противника и быть эффективным даже на нулевом слиянии. Как получить карту персонажа? Для этого вам необходимо принять участие в ивенте «Охота на классического рептилию». Данный ивент можно открыть в режиме заданий, который появляется в игре раз в несколько месяцев. Как узнать, когда ивент на рептилию доступен? Для этого необходимо войти в режим заданий и открыть карту внешнего мира. В правом верхнем углу на карте появится луна, которая доступна только во время ивента на классического рептилию. Как узнать, сколько осталось до конца ивента? Для этого необходимо нажать на луну, и откроется таймер с количеством дней до окончания ивента. В левом верхнем углу появится шкала заполнения с необходимым количеством особой валюты глаз рептилия. Как получить глаза рептилии? Валюта доступна для получения только в заданиях на карте внешнего мира. На карте преисподней получение валюты глаз рептилия недоступно. Обратите внимание, выбирая задание для получения глаз рептилии, необходимо знать некоторые нюансы и особенности. Количество получаемой валюты на одинаковых по длительности заданиях могут отличаться. На это влияет уровень сложности выполнения задания, который может потребовать более сильных и прокачанных персонажей. В то же время количество глаз рептилии отличается в зависимости от длительности задания. Частый вопрос, который задают игроки: почему я выполняю задания, но я не получаю глаза рептилии? Очень важно знать, в режиме заданий есть категории добычи. Основная добыча – это когда вы гарантированно получаете определенную награду при удачном выполнении задания. И дополнительная добыча, которую вы получаете с низким шансом и не является гарантированной при удачном выполнении заданий. Как можно повысить шанс на получение дополнительной добычи глаз рептилии? Для этого необходимо использовать карту руководства Каро при выполнении задания, которая значительно повышает шанс срабатывания на дополнительную добычу и снижает время выполнения задания в зависимости от уровня слияния. Как получить карту Каро? С любого задания, где она указана в качестве добычи. Как только шкала с необходимым количеством глаз заполнится, у вас появится дополнительная башня на карте внешнего мира. Что будет, если я набрал больше фрагментов глаз, чем требуется? Все лишние фрагменты глаз рептилии будут перенесены на следующий ивент, и вам потребуется меньшее количество для сбора. Сколько карт классического рептилии можно получить за один ивент? Только одну. Какое количество глаз рептилии необходимо на следующее слияние?
Перед вами необходимое количество фрагментов полной прокачки классического рептилии. Какие задания лучше выполнять, чтобы собрать фрагменты? Есть несколько вариантов стратегии в зависимости от двух критериев – время и количество фрагментов для сбора. Если это количество меньше 300 и у вас есть возможность перезапускать часовые задания, это самый оптимальный вариант, при котором вы не потеряете количество получаемых душ в день и в течение 6 дней успеете собрать необходимое количество. Если у вас нет возможности перезапускать часовые задания и необходимое количество фрагментов для сбора от 300 и больше, необходимо выполнять задания на 24 часа, используя карту руководства Каро для уменьшения времени выполнения задания и повышения шанса на дополнительную добычу фрагментов. Во втором случае также есть нюанс, который важно знать. Если ставить задание на 24 часа, вы получите 135 душ в сутки. За то же время, выполняя часовые задания во внешнем мире, вы получите 384 души. Чтобы снизить потерю количества душ и быстро набрать необходимые фрагменты глаз, используйте карту руководства Каро и быстрое завершение задания за души. Зачем использовать карту Каро, если завершать задание за души? Карта руководства Каро увеличивает шанс на дополнительную добычу фрагментов глаз и снижает время выполнения задания, которое влияет на стоимость завершения задания за души и снизит ваши затраты. Благодаря сэкономленному времени на завершение задания на 24 часа вы компенсируете большую часть затрат душ, и часть душ вы можете получить за славу при завершении заданий. Для сражения с классическим рептилией необходимо его призвать, войдя в секретную башню после сбора фрагментов. После призыва рептилии шкала сбора фрагментов пропадает до следующего ивента. Очень важно успеть призвать рептилию до окончания ивента. Что будет, если я проиграю бой? У ваших персонажей пропадет энергия, и они не смогут сражаться. Необходимо будет снова накопить энергию или поменять команду. Смогу я сразиться с рептилией, если я проиграл битву, а ивент закончился? Если вы успели призвать рептилию до окончания ивента, у вас будет время победить его до начала следующего ивента. Неограниченное количество попыток. Можно победить рептилию, если ты новичок. Да, можно. Но если не получается победить и у вас очень слабые персонажи, то у вас будет несколько месяцев для того, чтобы прокачать персонажей и победить. В этом видео я собрал все часто задаваемые вопросы по классическому рептилии. Ну а я желаю вам побед в получении классического рептилии. А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. В завершении к ролику я бы хотел добавить следующее. Если вам нужна помощь и советы в игре Mortal Kombat Mobile, вы ищете друзей или общение, место, где вы можете поделиться своими достижениями, присоединяйтесь в наш Discord. Ссылка на Discord в описании к видео. Ну а также я хотел бы поблагодарить всех своих подписчиков за то, что
вы у меня есть. Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравился? Подпишись. А также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. Ну и не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.